Всем привет! Недавно мы получили новости от Тэхёна, и, как обычно, он был полон жизнерадостной энергии, которая заставляла его сиять. На этот раз причина его хорошего настроения была ясна: Чингук, которого многие называют королем, вернулся домой. Все началось с того, что кто-то опубликовал фотографию Намджуна в короне, затем фото появилось на Уиверс, и тут Джин вмешался, добавив свою долю юмора. Он сказал ему не брать корону, потому что она принцесса. Эта простая шутка открыла Тэхёну возможность вмешаться, и он сделал это по-своему, устроил между ними своего рода символическое соревнование, как будто они должны были бороться за корону. Шутка была несерьезной, но то, как он ее подал, сделало момент еще смешнее. Забавно, что корона была поразительно похожа на ту, которую Тэхён получил 2 года назад в подарок на день рождения от Пак Саджуна и продюсера На, поэтому фанаты тут же начали гадать, совпадение это или намеренное подмигивание. Зная Тэхёна и его привычку оставлять скрытые знаки, многие думали, что дело не только в этом. И вот что интересно, каждый раз, когда Чингук возвращается, Тэхён обычно намекает. Он не говорит об этом прямо, но те, кто его знает, умеют распознавать эти едва заметные знаки. На этот раз корона была интерпретирована как способ объявить о скором возвращении их короля. Он как будто говорил без слов: «Он почти здесь, и я с радостью его дождусь». То, что казалось игрой между друзьями, оказалось особенным для тех, кто внимательно следит за отношениями Тэхёна и Чингука. Поклонники Тэхёна знают, что это не ново. Тэхён делал это и раньше, намекал, использовал значимые предметы или просто дарил свою особенную улыбку, когда Чингук приближался или собирался вернуться. Это происходило настолько естественно, что трудно поверить в совпадение. Хотя некоторые предпочитают игнорировать эти намеки или говорить, что они ничего не значат, правда в том, что когда все эти моменты происходят одновременно, вырисовывается довольно четкая закономерность. Каждый жест Тэхёна указывает на одно и то же: его радость растет с возвращением Чингука, и это реальность, которую трудно скрыть. Если присмотреться, самое прекрасное в этой ситуации не сама коронная шутка, а то, что она символизирует. Намджун и Джин, безусловно, сыграли свою роль, добавив юмора, в то время как Тэхён превратил ее в более глубокий посыл. Он превратил забавный анекдот в знак того, чего он действительно ждал – возвращения Чингука. Этот способ самовыражения, без необходимости говорить об этом прямо, показывает подлинность их отношений. Им не нужны громкие слова или публичные заявления, чтобы показать свои чувства. Одних этих деталей достаточно, и для тех, кто внимательно наблюдает, этого более чем достаточно. Короче говоря, то, что кажется простой игрой, оказывается очередным примером того, как Тэхён и Чингук продолжают демонстрировать свою связь. Некоторые могут попытаться это отрицать, но правда кроется в маленьких, необъяснимых жестах. Недавно кое-что привлекло внимание поклонников BTS, и все началось с очень простой детали – сумки. Это может показаться мелочью, но когда речь идет о Тэхёне и Чингуке, фанаты знают, что даже самые незначительные вещи могут иметь особое значение. Первый момент произошел на концерте. Тэхён был в отличном настроении, это было видно по его лицу и потому, как он наслаждался концертом. Среди его смеха, естественных жестов и характерной энергии он нес коричневую сумку, которая стала темой для разговоров. Сумка была не просто аксессуаром, она выглядела удобной, хорошо подобранной и выделялась тем, что он носил ее с уверенностью. Несколько дней спустя Чингук появился в другом видео, и вот тогда все стало интересно. Он также нес очень похожую сумку, только черного цвета. Сходство между двумя моделями было настолько очевидным, что многие заговорили об этом. Быстро появились теории о том, что Чингук мог купить сумку Тэхёну во время его поездки в Нью-Йорк, хотя эта идея так и не была подтверждена, она не казалась невероятной. Чингук ранее показывал, что любит баловать тех, кто ему дорог, и возможность подарить что-нибудь Тэхёну не была исключена. Более того, возможность того, что компания подарит им одинаковые сумки, казалась маловероятной. Фанаты вспоминали, что даже в других случаях компания старалась поддерживать определенную публичную дистанцию между Тэхёном и ними, поэтому одинаковые сумки не казались простым совпадением.
Другая теория, выдвинутая фанатами, заключается в том, что они могли купить их вместе, когда Чингук, Тэхён и Джей Хоук были замечены за покупками. Легко представить себе эту сцену: ходят между магазинами, рассматривают аксессуары и в конце концов выбирают сумки, которые оказались практически одинаковыми. Эта теория также имеет смысл, поскольку вскоре после этого они снова появились вместе. На самом деле, какой бы ни была история с сумками, очевидно, что они оба использовали их практически одновременно, и для тех, кто внимательно следит за каждой деталью Тэхёна, такой жест не остался незамеченным. Это был не просто повседневный аксессуар, а отражение того, что он отражал: длительные отношения, которые были заметны в повседневной жизни. Это не первый случай, сходство в одежде, аксессуарах или поведении Тэхёна и Чингука было замечено бесчисленное количество раз. Некоторые могут счесть это совпадением, но когда такие моменты повторяются снова и снова, трудно не думать, что за этим скрывается нечто большее. В конечном счете они показывают, что, несмотря ни на что, их отношения остаются крепкими. Подписчики Тэхёна всегда замечают эти знаки, хотя некоторые предпочитают игнорировать их или отрицать то, что видят, жесты говорят сами за себя. Это детали, которые не требуют громких слов или официального подтверждения. Просто обратите внимание, как они совпадают, как дополняют друг друга и как, даже непреднамеренно, они дают понять, что их отношения все еще существуют. В конечном счете, история с сумками показывает то же, что и всегда, что Тэхён и Чингук сохраняют несомненную близость. Это может быть подарок, совместная покупка или просто выбор, отражающий их отношение друг к другу. Важно то, что они оба решили использовать практически одинаковые сумки, и для их подписчиков это еще один знак того, что связь между ними остается настоящей. В отношениях Тэхёна и Чингука всегда выделяется одна вещь. Дело не в том, что они говорят в интервью или показывают по телевизору, а в том, что они делают, когда никто ни о чем не просит. Именно эти спонтанные жесты поражают больше всего, потому что они передают больше, чем слово. Когда они близки, это сразу бросается в глаза, они смотрят друг другу в глаза, они подходят друг к другу без страха, они прикасаются друг к другу, как будто это самая обычная вещь в мире. И самое главное, это произошло не один раз, а в многочисленных ситуациях. Это было почти как привычка, естественный способ быть вместе. Именно это мешало многим воспринимать это как простую игру, и их жесты были слишком искренними, чтобы быть частью сценического представления. Яркий пример – сумки. Сначала Тэхён появился на концерте с коричневой сумкой, он наслаждался моментом, улыбался и двигался с присущей ему энергией. Среди всего этого волнения сумка стала яркой деталью, потому что он нес ее уверенно, как будто это было что-то особенное. Некоторое время спустя, в другом видео, Чингук появился с почти такой же сумкой, только черного цвета, сходство было очевидным, и комментарии посыпались один за другим. Многие начали предполагать, что Чингук мог купить обе сумки и одну отдать Тэхёну, возможно, в Нью-Йорке, пока Тэхён был в отпуске. Другие вспоминали тот день, когда Чингук, Тэхён и Джей Хоук пошли вместе по магазинам. Легко представить себе эту сцену, прогуливаясь по магазину, рассматривая аксессуары и в конечном итоге решая купить одинаковые сумки разных цветов. Какова бы ни была версия, факт остается фактом. Они оба появились с почти одинаковыми сумками в течение короткого времени, и это нельзя игнорировать. Это может быть совпадением, но когда дело касается Тэхёна, детали всегда имеют разное значение. И дело не только в сумках. То, что действительно делает разницу в их отношениях, это сумма всего, что они показали за эти годы. Поклонники Тэхёна говорили это бесчисленное количество раз, их отношения больше похожи на эмоциональную рутину, чем на что-либо еще. Это не вынужденное или подготовленное представление, это привычка, которую они повторяют каждый раз, когда оказываются вместе. Именно эта последовательность делает отношения подлинными, ведь дело не в грандиозных сценах, а в том, что происходит естественно. В конце концов, самое удивительное – это не какой-то конкретный жест, а все происходящее в целом. Эти небольшие действия создают некую невидимую структуру, поддерживающую их связь. Можно подумать, что это просто спонтанный момент, но, повторяясь снова и снова, он в конечном итоге раскрывает нечто гораздо более реальное.